Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о простом, но очень важном элементе вкусного хлеба – закваска пулич. Если вы хотите испечь ароматный воздушный хлеб со хрустящей корочкой, но боитесь работать со классической закваски, то пулич станет вашим идеальным решением. Это жидкая опара, которая придает хлебу насыщенный вкус, лучшей текстуры и при этом готовится очень просто и не требует никакого ухода. Сегодня я вам покажу, как сделать пулиш правильно, какие пропорции использовать, сколько времени дать ей на брожение и как понять, что она готова. Так что берите муку, воду и давайте начинать. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Для нашего пулиша нам понадобится 4 ингредиента. Это мука, вода, дрожжи и сахар, который нам поможет активировать наших пивных дрожж. Что нам нужно сделать? Нам нужно сначала растворить дрожжи. Смотрите, у меня прессованные. И так как у всех нет ювелирной весы, а нам нужно очень малое количество, нам нужно всего лишь 1 грамм, то я вам предлагаю так сделать. Вы измеряете 4 грамма, вот, например, как здесь, и делаете вот такой прямоугольник. И этот прямоугольник мы разделим на 4 прямоугольника, 4 равные части. Я не гарантирую, что будет ровно 1 грамм, но плюс-минус будем добиваться того количества. Берем ножик. Где-то приблизительно разделяем на 4 части. Вот, это 1 грамм. Мы добавляем в нашу баночку и добавляем водичку. И сразу можем это растворять. Если вы берете сухие дрожжи, то оставьте их чуть-чуть в водичке, чтобы они размокли. Теперь нам нужно это все растворить. К нашим дрожжам мы добавляем сахар, небольшое количество. У нас растворилось и сахар, и дрожжи, и теперь настал ход на муке. Я беру муку с 10% содержанием белка и добавляем в наши водички. И размешиваем. Нам нужно получить вот такая гладкая консистенция, без никаких комочков, похоже на тесто для блинов или на густую сметану. Так, просто в баночке все это размешиваем. И смотрим хорошо, чтобы сухая мука у нас не осталась. Пулиш – это французская закваска, которая очень популярна во Франции для свежего хлеба, для багетов, для пиццы, для чиабатта. И самое главное, она очень доступна и легко делается. Вот какая у нас она получилась. И видите, она какая такая густая, текучая. Это все потому, что это жидкая опара. Она имеет 100% гидратацию. Что это означает? Мы берем 1 к 1 мука с вода. То есть, если мы взяли 100 мл воды, нам нужно 100 граммов муки. И также, если, например, 150, то 150 муки и 150 воды. Теперь мы очищаем все стенки. Беру лопаточку и начинаем вот так потихонечку со стенки убирать излишки. Теперь мы закрываем нашу опару. Если вы делаете в баночке, то крышкой. Если у вас нет крышки, то можете просто натянуть пленку. Пишем вот такая, смотрим наша закваска и делаем вот такая черточка. Мы так посмотрим ее рост. И пишем час. Сейчас у нас 13:00. И спустя 12 часов мы посмотрим, как она увеличилась. Теперь мы ее оставляем в холодильнике при 6-7 градусов, чтобы она созревала и росла. Увидимся через 12 часов. Когда пулиш готов? Первый признак – это его рост.
Видите, где была наша первоначальная точка роста? Я сделала вот такая меточка себе. И посмотрите, насколько он увеличился. Он увеличился где-то на 3 раза. Давайте его посмотрим поближе. Наша закваска была 16 часов в холодильнике. И сейчас я вам покажу, что произошло за это время. Посмотрите, насколько она богата пузырьков, точнее углекислым газом. И сейчас послушайте, пожалуйста, вот этот звук, как 1000 пузырьков будет лопаться. Еще один признак, по которому можно определить, закваска хорошая или плохая, это, конечно же, ее запах. Если вы почувствуете сладковатый, слегка кисломолочный аромат, значит, с закваской все хорошо. Вы можете почувствовать также алкогольные нотки, но слабые. Это означает, что тоже все хорошо. Фруктовые запахи получаются, когда ваша закваска получает аромат и вкус. Но если вы открываете закваску после ферментации и вы почувствуете резкий, неприятный кисломолочный запах, также уксусные нотки, означает, что ваша закваска, к сожалению, испортилась. Если вы почувствуете аммиачные нотки, это означает, что она пребродила, то есть она очень долго была в холодильнике и, к сожалению, она умерла. С такой закваски нельзя работать. Если вы после ферментации увидите на поверхности наличие какие-то пятна розового, зеленого, красного, фиолетового цвета, это означает, что она тоже, к сожалению, испортилась. И с такой закваски тоже нельзя работать. Скоро я вам покажу видео, как можно испечь хлеб на такой вид закваски. Если вам понравилось это видео, если для вас было оно информативное, поставьте лайки. И до новых вкусных встреч, ребят. Пока!